Всех рады приветствовать, вы на канале Новостник. Азербайджан готовит международный иск против России по делу о крушении самолета «Азал», сообщил глава государства Ильхам Алиев. Глава республики упрекнул Москву в том, что за 7 месяцев Баку не получил никакого ответа от российских официальных лиц. «Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. И мы знаем, что российские официальные лица тоже знают, что произошло. И здесь возникает вопрос, почему они просто не делают то, что сделал бы любой сосед?» Заявил Алиев. По его словам, идея о том, что это был украинский дрон, который якобы поразил самолет, абсолютно нелепа. Более того, воздушное пространство России не было закрыто. Оно было перекрыто через несколько минут после удара по самолету. И в этом также заключается ответственность тех, кто провел эту операцию «Ковер», как мы это называем, в результате которой было закрыто небо. Все это ясно, как божий день. Но уже прошло 7 месяцев, а у нас нет ответа, сообщил президент республики. Глава Азербайджана заявил, что требования Баку абсолютно естественны: признать эту катастрофу как вину, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании «Азал» за потерю самолета. Нужно публично поссориться. Что стоит за желанием Баку засудить Россию из-за крушения самолета «Азал»? Алиев сообщил, что когда пилоты самолета «Азал» сумели посадить самолет, на место происшествия прибыли эксперты. Они, по его словам, сразу же доложили и засняли, что фюзеляж самолета был весь в отверстиях. Внутри находились 2 человека, раненых осколками. Глава республики заявил, что генпрокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, однако в ответ приходит лишь формулировка «Следствие продолжается». Мы будем ждать, когда оно завершится, но я считаю, что такое поведение контрпродуктивно. Это не приведет к тому, что мы забудем. Мы не забудем. Сейчас мы готовим, и мы уже проинформировали российскую сторону, что готовим досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу, рассказал Алиев. Азербайджанский лидер уточнил, что в Баку понимают, судебные разбирательства такого уровня могут тянуться очень долго. Он напомнил, что расследование катастрофы малайзийского «Боинга» продолжалось более 10 лет. Мы готовы ждать 10 лет, но справедливость должна восторжествовать. И, к сожалению, ситуация, которая сейчас находится в подвешенном состоянии, не способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном, заключил он. Песков сообщил о переговорах Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана. В начале января президент Азербайджана заявил, что вина за крушение самолета «Азал» лежит на представителях России, и призвал наказать виновных, а также потребовал полной прозрачности и человеческого поведения. Алиев упрекнул Москву в попытках замять инцидент и отстаивать абсурдные версии. В Кремле заявляли, что в момент, когда самолет «Азал» пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, системы ПВО отражали атаку БПЛА на Грозный, Моздок и Владикавказ. В разговоре с Алиевым президент России Владимир Путин выразил сожаление и принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России. Кроме того, отношения Москвы и Баку ухудшились в конце июня после того, как в Екатеринбурге начались массовые задержания азербайджанцев с российским гражданством. В Следственном комитете России заявили, что оперативные мероприятия прошли в рамках расследования дела об убийствах и покушениях на убийство, совершенных этнической преступной группой в 2001, 2010 и 2011 годах. 30 июня официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что дело о заказных убийствах в Екатеринбурге будет передано в Москву. По ее словам, задержаны 6 человек, еще 2 скончались, один из них, предварительно, в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются. Тело умерших братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых 30 июня доставили в Азербайджан и на следующий день похоронили. Согласно версии Баку, причиной смерти братьев стал посттравматический и постгеморрагический шок, возникший в результате полученных им множественных травм. МИД Азербайджана заявил Москве решительный протест, указав на неприемлемое насилие при задержаниях в Екатеринбурге и потребовав срочного расследования. Как сообщили в ведомстве, в результате рейда были зверски убиты 2 азербайджанцев, несколько человек получили серьезные ранения.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, пытках и превышении должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия. В республике возбудили уголовное дело против журналистов агентства «Спутник Азербайджан». Позже задержали россиян, которых обвиняют в транспортировке наркотиков. Вы были на канале Новостник. Оставляйте ваши комментарии, также подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь видео в соцсетях, потому что все ваши действия продвигают видео в топ.